Всех приветствую! Кто давно на канале, видели мою горелку, я ее недавно изготовил. Сейчас я ее немного дополнил, сделал свой стационарный блок питания к ней. Ну как сделал, в общем я его прикупил и приделал к основанию горелки. Кому интересно, можете посмотреть, ссылки сейчас появятся на экране, как она работает, как я ее делал. Но в этом видео речь не об этом. Я ее, конечно, и дальше буду усовершенствовать, но чтобы ей удобно было пользоваться, нужно сделать для нее штатив. Опять же, для удобства сделал здесь блок питания. Раньше был от компа большой, надо было подключать там его и так далее. Сейчас все сразу просто можно в розетку втыкать, и вентилятор сразу начинает вращаться. Но нужно сделать еще штатив. Как основание я выбрал такое решение. Буду использовать токарный патрон. Сейчас как раз камера висела на нем. Тоже очень удобно крепить. Основание массивное. И можно зажимать разные диаметры. Ну, у меня попалась такая труба из дюрали. Буду использовать ее. Кто хочет защитить патрон, сказать, что я его типа не по назначению использую, я вам сейчас расскажу, в чем его косяки. Ну, во-первых, здесь кулачки разные. Тут видно по проточкам. Здесь видно маленькая проточка на кулачке. Здесь она раза в 2 больше. То есть кулачки разные. Это раз. Два. Кулачки болтаются. Видно вот здесь полмиллиметра щелюга огромная. Это два. Плюс я как-то пробовал вытаскивать все кулачки. Менял их местами там, ну обратно, не знал, как их вставить, потому что они все разные. Оказалось, что один кулачок в 2 гнезда не лезет. То есть здесь профрезеровано где-то, и вот это расстояние на одном из пазов меньше. То есть остальные кулачки болтаются очень сильно там, а один подходит. Но зато он не подходит другие. Короче, этот патрон для использования на токарном не пригоден. Тем более, что у меня есть еще 2 других патрона для большого станка 1А616. Поэтому этот буду использовать как основание. Очень отличный штатив с него получится. Можно сделать, чтобы по вертикали двигалась. Хоть горелка, хоть видеокамеру можно цеплять на нее. Вот это будет такой стационарный универсальный штатив. Возможно, трубу подберу в дальнейшем еще больше, повыше. Либо у меня вот тут есть еще один кусок, можно будет срастить. Вот, чтобы был вообще большой, шикарный штатив. Мне, как видеоблогеру, все время этих вещей не хватает. То есть, каким-то универсальным пользоваться вот такой вот треногой, пластмассовой, вот этой, китайской, ну, совсем не кайф. Ох, это вообще тяжелющая вещь. Он его на землю поставил, он мертво стоит, никуда он вот не упадет, хоть его даже вот так наклонить, если. О! И он обратно возвращается. Ну, это уже предел был его. Поэтому решил использовать такое массивное основание. А под горелочку сделаю вот здесь шпильку, чтоб торчала. Тут тела много. Ну и чтоб на эту трубу насаживалось какое-то основание. В общем, сейчас мы этим и займемся. Отверстие будет не сквозное, а глухое. Также и резьбу сделаю глухую. Сразу буду резать вторым номером. Здесь дюраль. Надеюсь, получится. Мечик вот такой. Все, он здесь практически вот 1-1,5 витка. И он уже начинает полную резьбу гнать. Немножко подсточенный. Вот им можно сделать глухую резьбу. Так, ну вроде идет. Пока четко. Так. Смотрим, что получается.
Так, ну, вроде бы все режет. Значит, едем дальше. Так, дошло до конца. Здесь я ключами ее затягивать не буду. Поэтому супер мощная резьба не нужна. Тут главное закрутить, на эпоксидку закручу, и будет шпилечка такая торчать. К ней будет уже все крепиться. Ну, пока отрезал маленькую шпильку. Так, это есть. Выбрал для крепления такой кубик из алюминия. Вот сейчас обработаю его эстетически на токарном. Использую такой вот чистовой резец полукруглый. Он у меня и как фасонный для разных вещей применяется. Не знаю, что за сплав, но это резец с горнодобывающей промышленности. Возможно, ВК-6 или еще какой-то там. Разные сплавы, но на маленьких оборотах, на больших нельзя такой кубик обрабатывать, что трясет станок. Получается весьма красивая поверхность. Убрал заусенцы, после чего получился такой вот параллелепипед. Сейчас будем сверлить отверстие уже непосредственно под крепление. Отверстие должно проходить вот так. Прошел насквозь. Это максимальное, что может ТВшка. 23 миллиметра. Ну, по крайней мере, у меня сверил КМ2. Большего диаметра нет. Поэтому далее только растачивать. Резцы использую до последнего. Тут уже напайка со спичечную головку осталась. Настолько маленькая. Полтора миллиметра за проходик буду растачивать. Так, тут какие-то заусенцы. Ну вот, на трубу нормально налазит. Мне тут мега плотность, как вы понимаете, не нужна. Наоборот, должно свободно все ходить. Здесь отверстие и резьбу надо сделать в любом месте. Здесь сквозное отверстие на 8, но без резьбы. Токарный, конечно, вещь хорошая. Даже такие прямоугольные вещи можно очень даже смело и легко на нем изготовить. Прошел насквозь. Сверло на 8. Вот эта шпилька сюда должна уже подходить.
Так и есть. Резьбы, в принципе, хватает. Здесь будет насаживаться на трубу и крепиться вот такой вот штучкой. Сейчас, короче, их и сделаем. Сюда и сюда. Винт где-то будет вот до сюда выходить. Сделаю накатку и можно отрезать. Так, ну что, смотрим, что же получилось в самом-то деле. Здесь фиксируется очень хорошо. Ну, а здесь ставится горелка. Значит, вот так крепится сюда. А здесь вот так. Оп. Все. Снизу можно цеплять шланг. Ну, осталось единственное шпильку вон ту очень хорошо закрепить. Иначе она будет все время отвинчиваться. Вот так. Да, видон, конечно, серьезный теперь у горелки. Просто с ума сойти. Ну чё, пойдем попробуем теперь, как работает. Подключил к газу. Осталось воткнуть в сеть. Все, можно запускать. Еще бы электроподжиг какой-нибудь бы сделать. Было бы неплохо. Зажигаем. О! Ну все, теперь открываем. Добавляем, так сказать, воздуха. И все, процесс пошел.
всякого горна, в принципе. С горном будет греть, я думаю, очень хорошо. В общем-то, такая получилась горелка. Ну, со штативом намного удобнее будет с ней работать. Так вот она как-нибудь и будет стоять. Подошел, включил и работаешь. Главное не забывать закрывать баллон. На этом, дорогие друзья, все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. Всем пока!